Всем привет! В приложении Nomad Sculpt есть несколько способов, как сделать кирпичную кладку. Давайте рассмотрим с вами самый простой, первый способ. Для этого добавим куб, зайдем в меню с топологией и уменьшим ее до 0. Теперь нажмем «Утвердить». И с помощью инструмента Gizmo сформируем параллелепипед, похожий на кирпич. Заходим в меню, нажимаем «Добавить» и выбираем инструмент «Массив». Число x означает, сколько кирпичей будет в одном ряду по оси x. Для примера выберем число 15. А размер x означает расстояние, на котором кирпичи будут находиться друг от друга. Оставим небольшой зазор для того, чтобы создать имитацию кирпичной кладки. Нажимаем «Утвердить» и выбираем совмещение дочерних узлов. Подтверждаем. И теперь у нас первый ряд готов. Снова нажимаем «Добавить», инструмент «Массив». Число x по умолчанию здесь равно 2. Мы изменим его на единичку, потому что наши ряды будут находиться по оси y. Выбираем число y, это количество рядов, которые нам необходимы. Давайте выберем для примера 15 рядов. Размер y – это расстояние, на котором ряды будут находиться друг от друга. Нажимаем «Утвердить» и выбираем Keep Instances, то есть сохранить экземпляры. Нажимаем «Да» и смотрим, что ряды у нас сохранились вот в таком виде. Теперь нам нужно сдвинуть ряды относительно друг друга. Для этого чтобы видеть, какие ряды выделяем, давайте с вами зайдем в меню «Настройки» и нажмем галочку «Затемнить невыбранные объекты». Теперь, когда мы выбираем ряд, он подсвечивается. Так, то есть мы выбрали один ряд, и чтобы выбрать следующий, нажимаем на галочку этого ряда. Тогда они оба у нас получаются выбранными. Выбираем все ряды, которые через один. Затем с помощью инструмента Gizmo перемещаем их таким образом, чтобы они сместились ровно наполовину кирпича. Тогда получается у нас симметричная кладка. Теперь, в принципе, все. Вот у нас сами кирпичи готовы. Так, уберем этот параметр и сделаем стену. Нажимаем «Добавить», выбираем куб. У этого куба в топологии изменяем до 0, нажимаем «Утвердить», с помощью инструмента Gizmo увеличиваем в размере, размер стены подгоняем под размер наших кирпичей.
Все, стена готова. Давайте ее раскрасим. Для этого нажимаем «Освещено». Ну, здесь можно выбрать любой цвет фона. Остановимся на этом. Выбираем все кирпичи и раскрасим их, ну, допустим, вот в такой цвет. Еще можно включить параметр постобработка. Здесь выбираем стандарт. Но у меня здесь настроены некоторые параметры, я сейчас на них не буду останавливаться. Вы можете их настроить под себя. И выберем цвет стены, допустим, вот такого темного цвета. Нажимаем «Окрасить». И добавим источник освещения. Вот такая стена у нас получилась. Это самый простой легкий вариант. Давайте нажмем каркас и посмотрим. Это низкополигональная модель, которая занимает очень мало места в оперативной памяти программы. Давайте рассмотрим второй способ создания кирпичной стены. Для этого добавляем куб и уменьшаем его топологию до 0. Теперь нажимаем «Утвердить» и с помощью инструмента Gizmo придаем ему форму кирпича. Теперь заходим в мультиразрешение, нажимаем галочку, ставим галочку в линейном подразделении и нажимаем 2 раза на подразделение. Убираем галочку и снова нажимаем на подразделение. Для того, чтобы наш кирпич приобрел округлую форму. Теперь уменьшим количество полигонов с помощью упрощения. Нажимаем «Упростить» несколько раз. Давайте теперь уберем каркас, посмотрим, не ухудшилось ли качество нашего кирпича. Ну, в принципе, нет. Достаточно устроит нас такое качество. Давайте попробуем еще разочек, нажмем «Упростить» и посмотрим. Но сейчас вот качество немножко хуже стало. Давайте вернемся назад. И вот так оставим. Можно оставить так, а можно применить перестройку меша, чтобы выровнять топологию. Давайте попробуем сделать так. Еще немножко уменьшим. Ну, хорошо, вот так оставим. Давайте сделаем кирпичную кладку для круглой цилиндрической стены. Для этого нажимаем «Добавить радиально» и выбираем по оси Y такое количество кирпичей, которое нам необходимо. Для примера возьмем 15. Теперь вот здесь нужно выбрать кирпичи и с помощью инструмента Gizmo потянуть за синюю стрелочку, чтобы эти кирпичи между собой разделились. Вот таким образом. Снова нажимаем на Gizmo.
Здесь выбираем радиал и нажимаем «Утвердить». Совмещение дочерних узлов. Подтверждаем «Да». Первый ряд кирпичей у нас готов. Они расположены по кругу так, как нам и надо. Снова нажимаем «Добавить», но теперь уже не радиально, а массив. Вот по умолчанию всегда появляется число 2 по оси X. Изменяем ее на единичку и увеличиваем и выбираем необходимое нам количество рядов по оси Y. Пусть будет также 15. С помощью размера Y устанавливаем нужное нам расстояние между кирпичами. Нажимаем «Утвердить». Keep instances. Да. Все, наши кирпичи уже почти готовы. Теперь мы выберем ряды через один. Далее нажимаем на гизмо и повернем выбранные ряды на половину кирпича в любую сторону. Вот, теперь кладка уже больше похожа на настоящую и выглядит очень симметрично. Теперь сделаем стену этой башни, добавим цилиндр. Давайте нажмем каркас и посмотрим топологию цилиндра. Уменьшим ее параметры. По оси X мы не будем изменять. По оси Y уменьшим до 0. И по Z до единички. Теперь нажмем сделаем, чтобы центр у нас был полый. Немножко так, не туда нажала. Так, нужно нажать на гизмо и слегка уменьшить стены этого сооружения. Вот так оставим. Нажимаем «Утвердить». Берем каркас и выровняем стену с помощью инструмента гизмо. Вот у нас уже практически все готово. Давайте раскрасим кирпичи. Для этого нажмем «Освещено». Выберем таким образом, выберем все кирпичи. Да, у нас уже есть один вариант стены, сейчас мы его откроем. Так. Показать окрашивание. И возьмем цвет кирпичей, который у нас уже был ранее, и применим его к нашим новым кирпичам.
Ну и цвет стены давайте такой же сделаем. Включим постобработку и источник света. Теперь можно сейчас так, немного увеличим эту стену для наглядности. Теперь можно сравнить, чем у нас вот эти кирпичи, здесь можно увидеть, как кирпичи немного отличаются друг от друга. Вот эти кирпичи у нас полностью прямоугольные, с острыми краями. Эти уже более мягкой формы, но у них топология уже содержит больше полигонов, поэтому занимает больше места в оперативной памяти приложения. Ну а так по дизайну, если их сравнивать, то в принципе оба варианта выглядят достаточно симпатично. Давайте рассмотрим третий способ, как можно сделать 3D-стену из кирпичей. Для этого нам понадобится PNG-файл. Я сейчас нахожусь в программе Procreate. У меня уже подготовлен рисунок на кирпичной кладке. Это делается таким образом. Нужно черным цветом кистью монолиния рисовать кирпичи, или камни той формы, которая вам необходима, и закрасить их. Получается такая кладка. Убираем цвет фона, заходим в гаечный ключ, нажимаем «Поделиться», выбираем PNG, сохраняем изображение. Все, изображение мы подготовили. Теперь заходим в программу Gnomon Sculpt. Это у нас образец второго варианта кирпичной стены. Давайте его уберем, скроем. Уберем постобработку. И вернем маткап. Добавляем плоскость. Теперь, давайте включим каркас, посмотрим на топологию. Нажимаем «Утвердить». Заходим в мультиразрешение и нажимаем подразделение 2 раза. В инструментах выбираем инструмент «Маска». Заходим в параметр «Штрих» и изменяем его на движение «Динамический». Заходим в альфу, нажимаем. Здесь у меня уже есть такой файл, сейчас я его удалю. То есть нажимаем «Импорт», «Фото» и выбираем тот файл, который мы сохранили. Выключаем симметрию. Убираем каркас. Здесь размер снизим до минимального. Ставим стилус в центр экрана и растягиваем наше изображение. Теперь заходим в параметр «Маска» и нажимаем «Резкость». Теперь на этой же вкладке выбираем толщина Shell 0,5, оставим. Этот размер означает толщину кирпича.
Разрешение изменяем на 0. И сглаженность устанавливаем 10. Выбираем Sharp Border. Это будет сглаживание с острыми границами. И нажимаем извлечение. Включим каркас и посмотрим. Вот такая получилась топология. Зайдем, удалим нашу плоскость. Теперь заходим в мультиразрешение. Нет, заходим в упрощение и нажимаем «Упростить» 2 раза. Убираем каркас, посмотрим. Качество нормально. Заходим в обрезку, выбираем лассо и убираем лишние камушки. Хорошо, камни готовы. Теперь можно взять, так, вот это у нас стена. Во-первых, наш вот этот третий вариант, он получился меньше размером. Выбираем все кирпичи, выбираем гизму и увеличиваем их размер примерно до первого варианта. Теперь нужно повернуть по красной оси, выровнять такой же фронтальный вид, как у первой стены. Еще немножко увеличим размер. Так, вот это у нас стена. Выбираем ее, нажимаем клонирование и перетаскиваем сюда. Так, уменьшим, подгоним размер под кирпичи. Хорошо. Теперь возьмем наш цвет, выберем, и в такой же цвет окрасим наши новые кирпичи. Угу. Включим постобработку. И режим освещено. Откроем кирпичную стену второго варианта и посмотрим их для сравнения. Сравним топологию. Ну вот в кирпичах второго варианта больше всего полигонов, но здесь их можно тоже уменьшать, чтобы память программы не так сильно загружалась, но тогда будет
и тогда будет изменяться качество в более худшую сторону. Рассмотрим четвертый вариант кирпичной стены. Для этого добавим плоскость. Утвердим ее, нажимаем гизму и повернем плоскость во фронтальное положение. Теперь заходим в мультиразрешение, ставим галочку «Линейное подразделение» и нажимаем 2 раза на подразделение. Даже можно, давайте 3 раза нажмем. Берем каркас, зайдем в альфа-маску. У нас здесь находится файл, который мы использовали при изготовлении третьего варианта кирпичной стены. Но в четвертом варианте я хочу использовать другой файл. Нажимаем «Импорт» и загружаем вот такой вариант, который больше напоминает каменную стену, нежели кирпичную. Во вкладке «Штрих» нажимаем на движение «Динамический». Немного уменьшаем размер. Устанавливаем стилус в центр плоскости. И растягиваем наш файл. Так, давайте его повернем вот таким образом. Открываем вкладку «Маски», нажимаем на резкость. Смотрим, здесь толщина должна быть 0,5, это толщина кирпича, разрешение 0, сглаженность 10 и должна быть нажата вкладка All. Теперь нажимаем извлечение. Посмотрим, что получилось. Камни достаточно гладкие, но имеют не очень ровные стенки. Сейчас можно плоскость удалить, а для камней попробуем увеличить разрешение. Поставим в районе 450 и нажимаем «Перестройка меша». Если мы нажмем каркас, то увидим, что он очень-очень плотный. Выбираем инструмент сглаживания. И проведем им по нашим камням. Камни приобретают более ровную, так, тут такое. Камни приобретают более гладкую структуру. Так, что-то тут. Теперь попробуем, смотрите, так как у нас полигонов очень много, поэтому хочется немножко сэкономить на оперативной памяти. Давайте зайдем в упрощение и нажмем «Упростить». Посмотрим, потеряется ли качество. Нет, качество не теряется, зато уменьшается количество мегабайт. Нажмем еще разочек, заходим опять в упрощение и нажимаем «Упростить». 2 раза нажмем, убираем каркас, смотрим. Достаточно нормально устроит нас такое качество. Теперь нажимаем «Обрезка», «Лассо» и убираем лишние неполные камушки. Вот остальные оставим. Теперь заходим
на вкладку с нашими элементами и так, посмотрим. Ага, вот у нас опять получилась стена маленького размера. Сейчас мы ее тогда выберем и увеличим. Вот стена третьего варианта. Ее выбираем, нажимаем «Клонировать». Подгоняем под размер наших камней. Все отлично. Теперь открываем. Давайте откроем третий вариант. Так, это не то. Вот третий вариант. Он у нас накладывается с нашим текущим вариантом, поэтому давайте-ка выберем текущий вариант и сдвинем его в сторону. Немножко увеличим в размере. Хорошо. Теперь возьмем цвет, красный цвет, который мы раскрашивали кирпичи ранее, и применим его к текущему варианту. Угу. Откроем все наши предыдущие стены. Так, вот вторая тоже накладывается. Вторая накладывается с четвертой. Тогда сюда передвинем. Хорошо, включаем постобработку. Маткап меняем на освещено и включаем освещение. Вот, все наши кирпичи осветились. Вот здесь стену можно немножечко взять и переместить, чтобы камни в нее как бы углубились. Все отлично. Вот такие у нас варианты получились. Давайте посмотрим их поближе. Это наш первый вариант, где кирпичи, здесь топология самая низкополигональная. Кирпичи имеют острые стороны и углы. Второй вариант. Здесь мы сделали с вами круглую цилиндрическую стену. Кирпичи получились гладенькие, но топология достаточно такая сложная получилась. При желании можно ее упростить с помощью инструмента, с помощью инструмента упрощения. Но следить, чтобы не ухудшалось качество. Хотя все зависит от ваших желаний. Это третий вариант. Вот такие у нас здесь получились кирпичи. Топология здесь нормальная, упрощенная, то есть все хорошо. И четвертый вариант. Топология здесь тоже достаточно приемлемая. Качество приемлемое. И визуально это выглядит тоже достаточно хорошо.